Чтобы узнать диаметр графа и найти его топологический центр, в ArcGIS нам потребуется следующая функция. Нажимаем Network Analyst и New Coast Matrix. Здесь есть поля Origins и Destinations. Чтобы построить матрицу кратчайших расстояний, кратчайших маршрутов между каждой вершиной, мы должны заполнить поля Origins и Destinations нашими вершинами. То есть нажимаем правой кнопкой мыши, Load Locations и добавляем вот наш слой с вершинами графа. То же самое делаем с Destinations. Сделали. Теперь, чтобы посчитать матрицу кратчайших маршрутов или расстояний, мы нажимаем просто Solve. Когда мы построили матрицу кратчайших расстояний, у нас появится вот такой вот рисунок. Пугаться не надо его. Линии прямые обозначают, из каких вершин можно добраться в данную вершину. Но расстояние меряется не по прямым, естественно, линиям, а по маршруту графа. Теперь посмотрим, как выглядит наша квадратная матрица в ArcGIS, в ArcMap. То есть мы видим из вершины номер 1, вершины номер 1, естественно, расстояние 0. То есть это будет элемент диагонали квадратной матрицы. То есть диагональ будет нулевая. Собственно, поэтому у нас удвоенное число маршрутов. Казалось бы, должно быть четное число, но поскольку диагональ матрицы не удваивается, оно нечетное, поскольку у нас нечетное количество вершин. А вообще мы здесь видим просто, что из первой вершины во вторую 380 метров, с первой в третью и так далее, так далее. Они здесь проранжированы уже по протяженности. Соответственно, чтобы найти диаметр графа, нам необходимо просто найти наибольшее число в колонке Total Length и посмотреть, между какими вершинами он располагается. Для этого мы сортируем от максимального к минимальному. Вот, все отсортировалось. Естественно, этих значений 2, потому что оно удвоено. То есть между 203 вершиной и 264. Ну и, соответственно, между 264 и 203 вершиной. Теперь найдем их в вершинах, в таблице вершин. Для этого откроем таблицу наших вершин и выделим эти два значения. Поскольку они начинаются здесь с нуля, нам надо выделить вершины номер 202 и 263. Вот, мы выделили. Вот у нас самые удаленные вершины. Давайте отключим слой матриц, чтобы у нас не было прямых линий этих. И посмотрим. Теперь проложим маршрут, чтобы наглядно показать, как выглядит диаметр нашего графа. Нажимаем New Road и добавляем точки, между которыми мы хотим проложить маршрут. Соответственно, раз. И 2. Теперь нажимаем решить, проложить маршрут, и вот он нам его прокладывает. Вот он, то же самое число. Ну, поскольку я ставил вручную, оно может чуть-чуть отличаться. Вообще, по-хорошему, надо подгружать эти вершины в поле Stops. И тогда Total Length будет то же самое, будет тем же самым числом. Теперь найдем топологический центр графа. Для этого мы открываем снова нашу таблицу, квадратную матрицу. И мы должны найти ту вершину, сумма кратчайших расстояний до которой из остальных вершин минимальна. Для этого мы отсортируем нашу таблицу по Origin и по Destination.
И чтобы было от минимального к максимальному, мы добавим вот здесь. Вот, мы отсортировали, а теперь нам надо просуммировать поле TotalLens по Origin. То есть мы делаем dissolve по колонке Origin с тем, чтобы колонка TotalLens складывалась. Соответственно, нажимаем Geoprocessing, Dissolve. Вот, задаем входные данные. Это табличка Lines. Колонка, по которой мы будем dissolve, это Origin. Output, назовем его центр. И вот здесь мы добавим поле TotalLens и напишем сумма. Нажимаем ОК. Вот у нас все посчиталось. Открываем колонку центр. И необходимо найти минимум. Соответственно, просортируем от минимального к максимальному. И находим, что минимальная сумма у вершины 286. Но поскольку у нас в графе 3 компонента связности, это, естественно, нам дает вот эти две вершины, минимальное расстояние, вот эта вот линия, то есть у этой компонента связности понятно, что два топологических центра. Следующее минимальное расстояние будет у этой компоненты связности, ну понятно, потому что она просто содержит меньшее количество вершин. И там топологическим центром является вершина номер 291, соответственно, вот это она. А у нашего самой большой компоненты связности топологическим центром является вершина номер 94 с минимальным расстоянием до всех вершин, вот 3242 километра. Соответственно, давайте ее просто выделим. Для этого закроем таблицу, отключим, чтобы было все видно. И в наших Camor Edges Junctions выделим вершину номер 93. Опять-таки, поскольку тут все начинается с нуля. Вот эта вершина. Все, то есть на выходе мы получили диаметр графа, его длина и топологический центр графа.